Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвард.ua. Не, конечно, Охотник-зверь в 2 звезды со старта это круто. Очень круто, но на самом деле лучше всего бы смотрелся это Гоблин-убийца со старта в 2 звезды. Ну как, в 2 звезды, я бы просто его заблокировал, максимальную выгоду из него извлек бы, и уже на 3-м раунде я бы даже, наверное, либо себе уровень апал, либо же, может, что-то еще собрал такое интересное. Ну, короче. Раз Охотник-зверь мне пришел в 2 звезды, то это намек либо же на зверей через суммоны, либо же это игра через охотников. Но, так как я записывал вчера ролик на зверях через суммоны, то, соответственно, сегодня я буду играть через охотников. Правильно? Правильно. Логика логичная. В этой катке я видел, есть Мамора. Есть Мамора. На самом деле, тут такие классные легендарки, просто закачаешься. Есть Свен Спектра, есть Леший. Есть Леший, и через охотников играть, наверное, будет тяжело. Я бы даже сказал, очень тяжело будет через охотников играть. Но посмотрим. У меня, в принципе, есть в голове идея, вот как в прошлом ролике, где я снимал зоопарк, где была мартретка Керри через мантию короля. Вот давайте попробуем сейчас заснять этот момент, если, конечно, получится. Стартовать можно будет, наверное, как через лустрик, так и через винстрик. Ну, посмотрим, что будет приходить, и уже будем от этого как бы отталкиваться. Берем минус броню, потому что минус броня, на самом деле, это топ-тема. Вот, особенно со старта, когда вы играете через физбилды, там столько урона прилетает, что закачаешься по полной программе. Хотя есть предметы намного поприятнее. То есть, допустим, если я буду играть через тех же самых охотников, то тот же клевер будет имбалансно смотреться. Поэтому... Посмотрим. Короче, посмотрим. Не хочу загадывать. Давайте вот просто будем смотреть и наслаждаться, пытаться. Вот. Получится, не получится мне записать мартретку. Пандочка, пандочка, пандочка. Ну, наверное, пандочку стоит поставить. На самом деле... Блин, ну вот эта вот маска 2-го тира, я бы ее взял. На старте вот эта вот способность, которая наносит у него там 100 урона у охотника зверя, она как бы особо роли не сыграет, а вот отхил, в принципе, зарешать может. Минус в том, что у меня сейчас нету никакой синергии. То есть у меня сейчас просто стоит панда, у меня нету охотников, я на самом деле обрадовался, если были бы охотники, но чего нема, того нема. Правильно, правильно. Тут вот гоблин-убийца пришел чуваку чисто, ну, хороший у него старт. Еще сейчас 3 монетки поимел с меня, понимаю. Ну ладно, окей. Можно мне 3 охотника? Наныл. Наныл. Легкое нытье. Это как хорошее кофе с самого утра. Такое, знаете, бодрящее. Поэтому вот так вот берем, немножечко поныли, и 3 охотника со старта поимели. Правильно? Правильно. Вот, смотрите, короче, какой план действий у меня? Я буду, наверное, играть через полноценных охотников. Ну, вот просто 6 охотников собираю, дальше там буду перестраиваться, пробовать, ролить и тому подобное. Возможно, на 15-м раунде, если у меня все по шмоткам будет, ну, очень туго, то я попробую рискнуть и найти мантию короля. Если мантия короля найдется, то это будет просто сверх что-то нереальное. Вот, серьезно, это будет бомбически, это будет замечательно, это будет прекрасно. Вот. Ну и, в принципе, все. Вот такой вот у меня план. Мне как бы больше добавить к этому плану нечего. В чем плюсы вот такого вот билда? Вот, допустим, игра через мартретку, через мантию короля и все такое. Ну, плюсы таковы. Мартретка очень сильный герой, особенно когда есть хорошие предметы. То есть в лейт-стадии, когда у вас будут уже охотники, один демон, обязательно один демон, потому что мартретка тогда будет чистым уроном бить. Ее почти будет невозможно остановить. Единственное, что может немного не повести с предметами. То есть у вас, допустим, только будет мантия короля, у вас не будет никакого отхила, никакого дамага, никакой скорости атаки у вас не будет, потому что скорость атаки все равно нужна. То есть хотя бы какой-то гиперстон, но должен быть. Либо же МКБ. Обязательно нужен подсейв, то есть БКБ, либо же предмет 3-го тира, который мифриловый доспех. Это который, если что, там Doom снимает с вас, станчик снимает и тому подобное. Либо же БКБшка. БКБшка тоже не будет плохой, потому что против магов защититесь, против множества контролей защититесь, кроме Дума, естественно. Doom почему-то не сбрасывается. Хотя странно, короче, как-то странно сейчас это все работает, но... Ладно, я на самом деле люблю через мартретку играть, это классный герой. Но, в этом патче, так как очень мало предметов, через мартретку очень трудно играть. Потому что предметов в тупую не хватает. Вот серьезно не хватает, и все. Вот делай, что хочешь.
Поэтому через мартретку можно играть только в том случае, и то в лейт-стадии, когда у вас достаточное количество предметов, вы можете спокойно перестроиться в нее, чтобы вы не потеряли как бы по своей боевой мощи. Вот когда вы так сможете перестроиться, тогда можно играть через эту мартретку. Но если у вас не хватает предметов, у вас все не очень, то скорее всего, будет финита комедия. Скорее всего, вас будут выносить еще и как. Потому что вот играть со старта, допустим, через мартретку, когда у вас нет предметов, это довольно-таки грубая ошибка, как по мне. Есть множество героев, которые порвут без шмоток. Вот множество героев. Например, тот же Monkey King в 2 звезды, имея всего лишь парочку гиперстонов, 2, допустим, да, то он спокойно может ее из стана не выпустить и вынести. Ну, то есть, короче, я думаю, вы меня прекрасно поняли, и объяснять в этом как бы нет смысла. То есть объяснению не подлежит, правильно? Правильно. Весь стол скупил чисто, ну как надо. Так, там 2 приста играет. Я уже через лустрик не буду играть, я буду пытаться через винстрик играть. Кстати, закон подлости. Мне пришел охотник в 2 звезды со старта, а 6 охотников-то нема. На самом деле, были бы у меня сейчас 6 охотников, то, скорее всего, я был бы на винстрике. Но. Чего нет, того нет. Правильно, правильно. Имеем то, что имеем. Ну и ладно, ну и хрен с ним. Не больно-то и хотелось, правильно? Больно-то и хотелось. Вообще даже не хотелось. Вот вообще не расстраивает. Ни грамма не расстраивает то, что у меня нету сейчас 6 охотников. Но как бы было бы круто, если было бы у меня 6 охотников. Ладненько. Я не хочу пытаться записывать сегодня Свена Керри через драконов ведьмаков, либо же просто через демонов. Хотя на самом деле катка для них прям шикарная. Потому что, смотрите, тут есть как Спектра, так и Свен. А это очень жестко. Это очень жестко. Но не хочу. Не хочу, потому что мы будем зависеть от того, придет ли мне Свен или не придет. Меня смогут спокойно закладывать. Короче, вы сами все прекрасно знаете, от чего это все зависит. Я уже миллионный раз повторял о том, что какие проблемы у Свена Керри, поэтому миллионный раз и еще один не буду повторять. Ну, не хочу. Ну, не хочу. Интересно, кстати, вот у меня будет покрепче стол, когда ко мне придет чел с винстриком? Или это мои влажные фантазии, и мне ничего не придет? На самом деле, ну, только что, если что, тролль-жрец потянул жесткое время. Он накинул на себя щит, и мои охотники долбили его, вместо того, чтобы бить других юнитов. Ну ладно. Так, один охотник есть, окей. Чуть-чуть подныл. Чуть-чуть, знаете, надо немножечко, но чуть-чуть поныть, чтобы ко мне пришло то, что я хочу. Чуть-чуть. Главное не переборщить с этим. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Чуточку. Знаете, это щепотка нытья. Либо же вишенка на торте. Вот так вот нужно подныть, чтобы что-то хотя бы пришло. Я вот, допустим, не отказался бы сейчас, чтобы мне пришло гнездо Мамора, но я бы не отказался, чтобы мне какая-то другая легендарка упала. Ой, легендарка. Ну, можно легендарка. Оговорочка по Фрейду, значит, ну, легендарка должна упасть. А вот какая? Интересно. Знаете еще, как можно будет переиграть в лейте? Если же мартретка будет очень плохо точить, то, в принципе, можно будет сделать керри Свена. Но все будет зависеть от того, какие будут предметы. Я сейчас как бы взял предмет заранее на мартретку. То есть я взял вот эту вот маску. Она то же самое подойдет, если что, под Траксу. То же самое подойдет под снайпера. То есть я смогу найти применение этой маски. А вот в лейт-стадии посмотрим, какие у меня будут возможности. Так, ну мартретка у меня есть. Ставим ее на автобай сразу. Я, наверное, возьму Короче, я, наверное, возьму мастерскую Бума. Там чел на 10-м раунде увидел, что у него упала Мамора, и такой, ливнуть. По-любому так и было, отвечаю. Брошка гномов. Это хорошо. Че, будем на 15-м раунде рисковать и пытаться найти предмет 4-го тира? Я думаю, стоит рискнуть. Ну почему нет? Вот серьезно. Я думаю, стоит реально попробовать рискнуть. Если придет, то будет вообще замечательно. Не придет, это будет грустно, печально. Не, ну то, что чел ливнул на 10-м раунде, даже не пытался побороться за топ-место. Че он так решил? Не, ну его можно понять, понимаете? Если там кому-то приходит гнездо Мамора, у него есть там мейн-персонаж, например, Monkey King, либо же антимаг, то катка заранее, скорее всего, будет пахнуть очень неприлично. Поэтому его понять можно.
Ну, ливнул и ливнул. Может, у него был плохой день сегодня, и он такой... «Ах, можно хоть сегодня Мамору. Можно хоть сегодня Мамору. Ему просто не идет Мамора, и все. Слышь, чела, ты там, ну, не сильно огромный себе стол сделал. Лондруидов 2 звезды нашел. Но ты там полностью сролился из-за того, что на винстрике. Ну ладно. Надо ждать 15 и все-таки, я думаю, попробовать рискнуть и найти мантию 4 тира. Я думаю, стоит попробовать, реально. 3 приста играют в катке. Как бы вроде бы и хорошо, но одновременно не очень, потому что если против меня играют 3 жреца, то это, соответственно, мои другие соперники тоже будут огромные. Особенно чел, который играет на винстрике, он же будет нереально огромный. Вот скажите мне, пожалуйста, где мои охотники? Мне не хватает 2 охотников. Спорим, сейчас ко мне чел приходит на винстрике? Смотрите. Мы сейчас с ним тет-а-тет встретимся. И сейчас приходит ко мне чел на винстрике. Проверяйте. Сейчас он меня так от зубки почистит. Сейчас мне так зубки почистит. Ой-ой-ой, как будет. Смотрите, смотрите, смотрите. Без смс-регистрации. Опа, опа, опа. Баф людей. Ну, у него стол такой. Не скажу, что овер сильный, просто у меня овер слабый. У меня нету 6 охотников. Да, девочки, как-то так. Усиление после того, как мне набили лицо. I love it. Я, короче, сейчас закирю Муэрту, я думаю, Муэрта будет посерьезнее персонаж. Да, на самом деле любой охотник будет посерьезнее, нежели охотник-зверь. Может, на 7 уровне поролится. Ладно, сейчас посмотрим. Сейчас 15 раунд будет, и там я подумаю, рисковать или не рисковать. В зависимости от шмоток. Что-то какая-то задышка у меня появилась. Ну, ненормально. Кстати, ребят, хочу напомнить. На моем канале проходит розыгрыш. Все подробности в моем телеграм-канале в закрепленном сообщении. Поэтому, кто еще не участвует, обязательно заходим. Обязательно заходим, читаем все условия и участвуем. Обожаю Муэрту. Обожаю. Нормально она только что порвала чувакам лица. 6-го охотника как нет, так и нету. Ну давай, я щепоточку уже поныл. Пора, чтобы мне пришел 6-й охотник. Щепоточка уже есть. Уже вишенка на торте как бы есть. Все. Давай, пора. Пора уже. Пора. На самом деле здесь можно было бы еще через нежить катнуть. Но не хочу через нежить катать. Как-то не особо привлекает. Я хочу попробовать реализовать то, что я хочу. Мартретка, керри. Через мантию короля. Хочу и все. Вы меня не отговорите. Я хочу попробовать. Неважно, сколько каток я потрачу на это. Это, если что, уже моя 3-я катка, когда я пытаюсь мартретку реализовать. Сейчас расскажу про те каточки, которые были до этого. Так, небольшой спойлер вкину. Опа, кого я нашел? Опа, опа. 6-й охотник. Неужели? Обалдеть. Там за окном, наверное, такая метель сейчас, что ну его в баню. Рискую. Я думаю рискнуть. Да! Теперь только осталось, чтобы мне мартретка пришла. Вот теперь мне реально осталось только то, чтобы мне пришла мартретка. Все. Сейчас придет мартретка. Придут все адекватные шмотки. И там будет такое... Там такое будет! Ой-ой-ой. Сейчас сразу себе сделаю так вот стол. Ну-ка, смотрим. Да ну, блин. Не, ну не в 2 звезды она слабовато выглядит пока что. Все потому, что не в 2 звезды. Будет она в 2 звезды,
А там в 3 звезды. Оу. Сочувствие своим соперникам. Ой, как сочувствуем. На самом деле, я думаю поролиться. Я думаю поролиться, потому что мне нужно найти мартретку. По-любому нужно это сделать. Без мартретки игра будет не очень. Но я сначала, наверное, выйду 8 уровень. Выйду 8 уровень не просто так. Смотрите, 8 уровень мне необходим для следующих целей. У меня сейчас есть мантия короля, и я могу спокойно поставить одного демона. Поставлю одного демона, то, соответственно, это будет чистый урон с руки. А я маску забыл перекинуть. Но я думаю, это мало... Ну, роли особо сейчас не сыграет. Но отхил какой-никакой будет. Ну, давайте посмотрим. Может, сыграет. На самом деле, если сейчас ко мне придет мартретка в 2 звезды, то я и винстрик смогу сбить спокойно. Так, ВРочку мы берем по-любому. ВРочка — это наше уклонение. Хорошо, так, у меня 2 мартретки уже есть, отлично. Я, наверное, вместо снайпера буду ставить себе ВРку в любом случае. Хотя можно и так сделать. Хотя Тракса идет, будь здоров. Блин, ну, мантия на 15-м раунде упала. Если бы мне сейчас еще антимаг упал, который сделает мне идеальный старт, то было бы вообще шик. Но я слишком многого хочу, поэтому хотя бы спасибо так. Ну, можно хотя бы мартретка 2 звезды. Давай, щепоточка нытья. Давайте, вот магическая щепоточка нытья. Не, я понимаю, что я основатель болтов на 28, но все же. Пожалуйста. Хочу. Бэм-бэм-бэм. Бэм-бэм-бэм. Боже, вот это у нее анимация тычки. Как я ее обожаю. Там скорость 0,1 атаки. Имба, имба. Не знаю, я охотника зверя уберу. Так, сюда, молодой. Сюда. Так, теперь делаем следующим образом. Мне нужен демон. Что-то типа демона мне надо. Какой? Ты кому винстрик отдал, алло? Ты чё? Нельзя так делать. Он только что подарил кому-то винстрик. Охренеть. А, вот кому он подарил винстрик. Он вот этому ПТАО подарил винстрик, потому что он играет через фулл эльфов. Ну, кстати, фулл эльфов я должен спокойно забрать. А тут, кстати, я так понимаю, собирается бог-жрец через Лину Керри. Ну, удачи. Удачи, потому что я думаю, я его буду испепелять. Так, еще одна мартетка есть. Хорошо. Хорошо, отлично. Теперь бы ее собрать в 3 звезды по-быстрому. Буду ВРку потихоньку собирать. Потихоньку, понемножечку. Так вот мы перейдем к тому, что будет все замечательно. Не, ну... Неужели это будет каточка, где я впервые смогу записать адекватный мартрет? Ну, что-то тут не так. Что-то тут нечисто. Так, 9 воинов я вижу. Ага. Антимага я не боюсь в таком билде. Мне абсолютно плевать на антимага. Но на самом деле мне нужно поменять несколько охотников. Смотрите, мне нужна брода 100%. Она дает миссы, она без маны. Мне нужна медуза, потому что у меня будет морской волшебник. И все. Вот, короче, вот таких вот 2 типочка мне надо. Чем меньше мана, тем лучше, соответственно. Ля, как она наваливает. А ну. Сюда. Не, отлично. Мамора есть, это хорошо. Мне теперь самое главное найти 2 мартретки в 2 звезды. Это самое главное сейчас. А еще, кстати, я сейчас поставлю себе демона одного. Так вот. Вот. У меня сейчас немного эльфов есть, плюс у меня есть медальон, короче, у меня сейчас 50% уклонения. Круто? Очень круто. Охотник-зверь мне не нужен в дальнейшем по игре. Орк-охотник тоже не особо нужен. Хотя... Думаю, можно было бы и оставить. Манки Кинга не покупаю. Имбу мы не берем. От имбы мы отказываемся. Долой имбе. Мы собираем другую имбу. Мы собираем мартретку. Мне нужна мартретка в 3 звезды. Я надеюсь, что она придет довольно-таки рано. Очень на это надеюсь. Я прям хочу этого. Поэтому, ребят, сейчас все вместе держим за меня кулачки. Ставим ролик на паузу и пишем в комментарии, на каком раунде ко мне придет мартретка 3 звезды. Я ставлю ставку, что раз у меня все так хорошо, отнесусь к этому скептически и ко мне придет
Ну, с ноткой пессимизма, естественно. Ко мне придет Мартретка к 30-му раунду. 3 звезды. Примерно как-то так это все будет. Чпунь-чпуньк, чпуньк. Просто с чистым уроном наваливает моя мартредочка. Уф, хорош. На самом деле. Так, еще одна мартредка. Давай еще 2. Пожалуйста. Мне надо ролиться, пока я не найду то, что я хочу. А потом можно уже, в принципе, уровень идти. Так, коняшку мы, в принципе, тоже можем апнуть. Точнее, не апнуть, а взять. Это будет такой неплохой танк с огромным количеством хп. Вот вместо снайпера поставлю. Честно, немного туго идут. Немного туго ко мне идет мартретка. И мне бы найти все-таки... Там 19-19, ни хрена себе билд сделал. У него жрецы и довольно-таки огромный стол. Вот, кстати, видите, почему я говорил, что через мартретку будет тяжело немножко играть. Давай, души. Ну, тычка срабатывает. Не хватает скорости атаки все равно. Как ни крути, но скорости атаки не хватает. Там стол у 19-19 огромный. Давай, мартретка. Так, бруда есть, отлично. Вместо орка-охотника, правильно. Где моя мартретка? Мне нужна моя мартретка. Вот, кстати, демоны против меня, и демоны закрывают, получается, моих демонов, и, соответственно, чистого урона нет. Ну, я думаю, плевать. Ну, давай. Нет, тычка, отлично. Еще. Отлично. Хорош. Вы прикиньте, что будет, когда я ее в 3 звезды соберу. Еще одну мартретку надо. Я думаю, выйти немного из инкама и все-таки купить мартретку. Так, медуза есть, отлично, медузу берем. Немного, но баф морских у меня будет. Ну, пожалуйста. Хорошо, что я талисман, кстати, не скипнул. Там жрецы есть, и это для меня плохие новости, то, что там есть жрецы. Чпунь. Тык. Тык. Спектра. О. Не, ну в принципе спектра не будет лишней. Продал фуру, купил фуру, молодец я. Блин, я мог бы выйти сейчас из инкама. Или продать, может, эту спектру. Я в эту спектру не особо верю, поэтому я думаю, ее лучше продать. Лучше выйти в 50 монет и сидеть в 50 монет, да? Да. В общем. Как вы могли заметить, там есть демоны. Из-за того, что там есть ведьмак, то ведьмак выключает моих демонов. И из-за этого в моей мартретке нет чистого урона. Это плохо. Это плохо, поэтому мне придется поставить немного ведьмаков, чтобы у меня работали демоны. Тык. Давай, гиперстон сейчас мне. Гиперстон. У меня теперь сложный выбор сейчас. Смотрите, там у меня бус есть и шар бездны. Шар бездны мне, в принципе, не особо так нужен. Я хочу очень сильно выйти из инкама. Выйти из инкама и купить себе мартретку в 3 звезды. И то, если я куплю. Там есть один маг. Вот он. Маска дает 15% от хила, но это очень мало. Можно было бы взять бусы. Но мне нужен еще мифриловый доспех хотя бы, как минимум. Отлично.
впервые я рад, что с рандомного сундука мне упал мифриловый доспех. Почему именно я так хотел мифриловый доспех? Потому что там есть хиксы, контроль, обезоружие, вот эта вот вся хрень, Doom даже есть там. И вот это вот все, оно мне ставит палки в колеса. Поэтому вот так вот. Я даже сейчас 30 монет сролил, мне мартетки как бы не видать. Марси в 3 звезды уже? Ты что, прикололся? МКБ? Кайф. Не, Грац, чувака. Не спорю, Грац. Спасибо, очень вовремя, мартретка. 27 раунд на мартретка, понял? Да. Ну, теперь что? Теперь мы выходим дальше в деньги. Выходим в деньги, апаем себе уровень, берем себе 9 либо 10. Там дальше выставляем свою фуловую синергию. Напомню, что мне необходим будет еще один ведьмак. То есть мне нужно поставить как минимум 2 ведьмаков, чтобы у меня работал чистый урон. Не поставлю, работать, естественно, они не будут. Еще мне, скорее всего, придется найти тоже МКБ, хотя у меня есть синергия охотников против эльфов. Но, как мы все прекрасно знаем, то охотники работают максимально криво. Поэтому, скорее всего, надо будет все-таки МКБ найти. Хочу того я или нет, но МКБ мне необходимо. Мне необходима маска 5 тира. Но мне нужен гиперстом, потому что скорости атаки мне не хватает. Тык-тык-тык-тык. Ай, хорошо. Ой, хорошо. Не, как же мартретка наваливает. Как же мартретка наваливает движа. Но там жесткий бог-жрец. Очень жесткий. Не нравится мне этот чел на демонах. Там 2 чела на демонах играют, кстати. Один через чернокнижников играет, только непонятно, почему он играет через чернокнижников. Да, чел, я так понимаю, мы с тобой будем бодаться 1 на 1. Ты еще и темпларку сверху собираешь. Будет сложная игра. Так, тут бог-жрец, но он какой-то там немножко странный, но в принципе его выбор, как играть на жрецах. Ну, короче, смотрите, какой план. Мне необходимо будет МКБ. Там мне предметы 5 тира нужны. Мне нужна маска 5 тира, мне нужно бессмертие 5 тира. То есть 2 самых сильных предмета, которые мне необходимы, чтобы чувствовать себя очень хорошо. Дамаж. Фух. На мгновение мне показалось, что я сейчас откисну. О, винстрик. Сюда. Блин, какой же кайфовый билд. Немножечко по предметам. Хотя на самом деле сейчас на такой стадии игры предметы у меня адекватные. Предметы сейчас у меня адекватные. Не знаю, я бы на месте вот этого жреца как бы поменял свой стол немного. Зачем он там поставил себе лишнего спектру? Спектра юзлес герой. Антимага, ладно, мог оставить. Но спектру зачем? Он мог бы спокойно играть на жрецах, но тем не менее оставить себе антимага тоже. Либо же убрать богов. Короче, ладно. Это его выбор, как ему играть через богов-жрецов. Правильно? Правильно. У меня, кстати, идеально по хп. 70 хп на 29 раунде, вдумайтесь. 70 хп. Мне нужен гиперстон. Да мне обалдеть, как нужно куча предметов, чтобы в лете жить. Тычкуй. Хорош. Хорош. Еще минус парочку типочков. Отлично. Отлично. И по деньгам все хорошо. Сейчас посмотрим, что мне на 30-м раунде упадет. Я надеюсь, что-нибудь адекватное. В принципе, у меня и так уже все более-менее хорошо. С эльфом будет трудно. Эльф жесткий. У него еще есть МКБ, которая 100% по мне попадает. И что делать потом? Ладно, держим кулачки за то, что мне придут хорошие предметы. Там у него есть обезоруж, поэтому мифриловый доспех самое то. Иначе бы я свой потенциал просто проставил бы в кастане, грубо говоря. Темпларка в 2 звезды. Не, бог-жрец собирает что-то там неизвестное мне. Серьезно. Он там вообще что-то такое интересное собирает. Но по легендаркам ему хорошо там идет. У него 2 лешего там еще есть. Темпларка в 2 звезды, спектра в 2 звезды. То есть ему все приходит, но как-то реализовать он что-то это не может. Странно. Ну и ладно.
Отлично. Гиперстон это шикарно. Убираем вот этот предмет на минус армор. Я думаю, все понимают, почему я именно так сделал. Хотя, на самом деле, лучше его закину. Лучше его закину, потому что, смотрите, у меня... Может рискнуть. Там гритеров чел поставил. Но у него там лютый стол. Он играет через Марси. И чтобы жрецу тому же самому не проиграть, он их сделал таким вот образом. Не знаю, можно рискнуть, попробовать и найти какой-то предмет 5-го тира. Я бы не отказался от маски, не отказался от бессмертия. Придет бессмертие, все, я не убиваем. Там вот это вот время, которое будет у меня бессмертие, я спокойно смогу выносить все столы. В принципе, ключевые шмотки я оставлю. Не знаю, дорого как-то. Тык-тык-тык-тык. Пошел, пошел, пошел. Вот то, о чем я говорил. Он сейчас демонов закрыл. Не умирай, не умирай, не умирай! Хорош. Фу, хорошо, что сейчас не критануло в Никса. Если бы Никса кританул, я бы сдох. Так, ну, это было близко к нежити, но пока. Пока. Хорошего тебе дня. Есть клевер, кстати. Ну-ка, убираем, кидаем клевер. Может рискнуть. Давайте попробуем рискнуть. Я думаю, риск будет правдив. Еще и маску 2-го тира оставлю. Ну, клевером пожертвую, ничего страшного. Рапира! Сюда. А знаете, в чем минус? Хотя не. Мне сейчас маски 2-го тира хватит за глаза с таким отхилом. Я сейчас 100% буду отхиливать себе по 100 хп, в принципе, стычки. А с крита я буду отхиливать себе там, ну ничего себе. Там, кстати, гритер такой довольно-таки неприятный. У него все хорошо там. Но, это ему сейчас не поможет. Ой, как больно, да? Ой, как больно, ой, как больно. А вот сейчас, если бы не было у меня фрилового доспеха, то мне бы прилетел бы обезоружие, я бы стоял бы АФК. Но этого не произошло. Мне нужно срочно поставить 2 ведьмаков. С 2 ведьмаками я тогда смогу себя чувствовать вообще комфортно. У меня будет тогда чистый урон с руки. Нет, 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 нет. Смотрите. Я сейчас открыл все свои чакры и говорю вам следующее. Я сейчас буду откисать. Почему я это говорю? Потому что он нашел себе щит 5-го тира. А как я себя знаю на своем вот личном опыте, то мне люто сейчас вести не будет. И все криты, либо же каждая тычка моя будет возвращаться в мою мартретку. Причем самая сильная. Так как у меня есть рапира, я сейчас рапиру проиграю. Проверяйте. Кстати, лайфхак. Если против вас есть огромная спектра... Боже, как это выглядит жестко. В общем, если против вас есть спектра, то сделайте всех на линию назад. Потому что когда она юзнет свои иллюзии, ничего работать не будет. Ничего работать не будет. Потому что иллюзии пропадут, как вы могли увидеть. Сейчас могла толпа иллюзий появиться, но толпа иллюзий не появилась, потому что... А куда им появляться? Некуда. И эльфов как бы мне бессмысленно ставить. Мне нужно ведьмака найти. Найду одного ведьмака, то в принципе будет все хорошо. У меня сейчас на самом деле огромная проблема. Это вот Марси. Я ее не переживу. Я гарантию даю, что я ее сейчас не переживу. 100%. Вот проверяйте. Мифриловый доспех скипнуть я не могу. Потому что там есть обезоружие. Если бы не было какого-то обезоружия, то я бы 100% скипнул бы этот мифриловый доспех, чтобы найти какой-нибудь себе предмет 5-го тира. Но не могу. Он мне нужен, этот мифриловый доспех. Ой, да иди в... Я еще иллюзии. Прикиньте, он пришел ко мне иллюзии и забрал у меня рапиру. Лучше бы я не брал эту рапиру. Ей-богу, лучше бы я не брал эту рапиру. Лучше бы я рискнул и попробовал найти что-нибудь другое. Это полный... Это полный провал. Ребята, это полный провал. Что делать и как делать? Что поступать? Что придумать?
А безоружный, ну мне насрать на этот безоружный, мне не нужен. У него там, что ж делать? Что же делать, как поступить теперь, как мне его теперь вынести? Башер тоже не работает. Не знаю, как по мне придется, наверное, скипать все и искать предмет 5-го тира. Не, а вот щиточек, кстати, можно взять. Я думаю, щиточек взять. Я рапиру брать не буду. Не, я возьму щиточек. Вот сейчас и проверим. Ясно. Он себе маску 5-го тира нашел. Ясненько. Понятненько. Мне хана. Мне сейчас ни одна молитва не поможет. Охренеть. Обидно. Честно, это вот реально немного обидно. Вот прям, знаете, в груди сжимается все от такого. И мы сейчас не будем возвращать. Ну, да, ну, если... Конечно, конечно. Еще и чисто... Только вот вопрос, а почему у меня демоны отключаются? У него же стоит синергия критеров. Неужели это из антимага? Но антимаг-то у него один. Почему у меня выключаются демоны? Почему не бью его чистым уроном? Не знаю, я бы сейчас что ни делал, все будет до одного места. У него все идеально сейчас. У него все идеально. Только если он ошибется и выбью у него рапиру, то будет все замечательно. Только если он ошибется. Но я, в принципе, даже если я сейчас откисну в топ-2, а я, скорее всего, так и сделаю. Ну, ну, прикиньте, там у чувака сейчас есть обязательно... Короче, у него там все упаковано, все как надо, у него по шмоткам все гуд. У него есть отхил, все как... Не, ладно, давайте в конце, короче, подойдем итог. Потому что сейчас говорить об этом, это тупо немного. Ну, давай. Я не могу скипнуть мифриловый доспех. Не могу. Почему? Потому что, во-первых, там Марси... Точнее, там, короче, у него есть обезоружие, у него есть куча контроля. Я не могу скипнуть вот это вот все. Не могу. Как бы мне не хотелось, я это скипнуть не могу. А вот что-то другое переделаться, ну, в принципе, да, ну во что? Можно было бы попробовать собрать синергию кунг-фу. Поставить Манки Кинга керри. Но я думаю, Манки Кинг не вытащит. Там Марси слишком огромная. Если бы там не было такой огромной Марси, тогда было бы возможно. Но так как там есть такая огромная Марси, то, скорее всего, не вытащу. У меня, в принципе, у Мортретки хватает урона. У меня хватает ваншотов. Там есть вот этот тупейший щит 5-го тира, который возвращает мне тычки. Плюс у него МКБ есть. Если бы у него не было хотя бы МКБ, то было бы все замечательно. У меня была бы куча мясов, он бы в тупую по мне не попадал. Что ж делать? Я уже ведьмаков поставил, чтобы он мне демонов не выключал. Хотя непонятно, каким образом он вообще выключает мне демонов. Вот серьезно. Я не могу вдуплить, каким образом он выключает мне демонов. Можешь попробовать антимага закерить. Чисто по приколу. Хотя вряд ли получится, но можно, в принципе, попробовать. Просто нет никаких станов. То есть, ну, вряд ли у меня что-либо получится сделать вот с антимагом сейчас. Вряд ли. Очень вряд ли. Сейчас посмотрим, но я думаю, вряд ли. Я думаю, импакта будет намного меньше. Ну ты чкуй! Нет, не хватает урона. Был бы у меня посох 3-го тира, то 100% бы хватило. Но чего нет, того нет. Мне не хватает, ну, мне не хватает отхила. Мне не хватает отхила.
Либо же мне не хватает бессмертия. Скипнуть мифриловый доспех я не могу, он мне нужен. Может быть. Сейчас на этом раунде ко мне упадет посох третьего тира. Я тогда закирю антимага и с помощью антимага попробую вынести эту Марси. Хотя шанс того, что я вынесу эту Марси, он минимален. У меня нет никакого отхила. Тупо не хватает отхила. Только если сейчас этот чел ошибется, только если он ошибется, я его вынесу. Без шанса вынесу. Ну зато я выполнил свой план. Все, ребят, я в принципе доволен. Мне даже нечего здесь как бы расстраиваться, либо что-то еще. Да, хотелось бы топ-1 занять, но даже если займу топ-2, то ничего страшного. Я уже, ребят, смирился с тем, что сейчас будет топ-2. Но я буду до конца драться как лев. Не как Ланнистер, если что, просто как лев. Игру надо довести до конца. Даже ВР-ку в 3 звезды собрал. Даже собрал ВР-ку в 3 звезды. Ну вот что мне скипать? А безоруж... Ну, я МКБ возьму, чтобы 100% по нему попадать. Чтобы там не было каких-то там миссов, либо что-то еще. Пусть будет. Но мне просто искать нечего еще. Ну, можно было бы попробовать предмет третьего тира найти. Ну, я думаю, вы сами прекрасно понимаете. Там 12 предметов, которые мне бы нужно было найти. То есть... Один предмет из 12. Я там только скипнул 3. Ну ладно, 9 предметов. Из 9 предметов мне нужно было бы поискать. Да. Ситуация. Чел, ты делаешь огромную ошибку. Давай. Рапируй сюда. Сюда. Моя рапирочка, сюда. Серьезно? Это сейчас серьезно? Ладно, окей. Вдох-выдох. Напишите мне в комментарии, какого мне не выпала рапира. В чем причина, почему мне не упала сейчас рапира? Почему? Он своей копией вынес меня и получил рапиру. Я же вынес его сейчас оригинала, мне рапира не упала. Какого? Ой, иди ты... Ладно, так, тихо, мне надо поймать дзен. Надо дзен поймать. Я на самом деле даже не знаю, что докинуть мне. А я бы что сейчас, наверное, не докинул, в любом случае плевать. Может быть, если бы докинул 9 охотников, то тоже, а толку от 9 охотников? Он все равно приходит там, ну, я бы все равно сам себя вынес. Да, 9 охотников толку нету. Плюс у него предметы есть на колонке. Я не знаю. Честно, у меня даже идеи сейчас в голове нету, поэтому просто деремся до конца. Повезет, я его вынесу. Почему говорю, что повезет? Потому что у мартретки могут сработать много критов, а он может мне не отразить эти криты. И, соответственно, если он мне не отразит эти криты, то он улетает в могилу. Улетает в могилу, я забираю рапиру, у меня есть шанс вынести его. Ну, в принципе, у нас сейчас осталось 2,4 хп, то есть если меня сейчас все критует и я его выношу, то это топ-1. Если сейчас не критует ничего, то я, соответственно, не выношу его. Ну, тут логика логичная, да? А, уже тычки не срабатывают уже. Обидно. Обидно. Ну, в принципе, идея удалась. Я доволен такой мартреткой. Чуточку бы по предметам повезло. Вот, ну, грамулечку, что-то другое. Было бы у меня элементарно бессмертие, я бы уверен, что с бессмертием бы я его вытащил. Но тоже, ребят, я не мог скипнуть ничего лишнего. У меня было все то, что мне необходимо. Гиперстон мне был необходим, кровь из носа, потому что если бы не было у меня гиперстона, хотя на самом деле у меня было уже МКБ к тому времени, можно было бы попробовать гиперстон. Но я как-то не поверил. Не поверил в то, что мне не хватит скорости атаки. То есть вы видели в конце, как было? У меня там тупо тычки не срабатывали на противников. Я не, ну, не мог перебивать, грубо говоря, нормально.
Короче, я не мог скипнуть никакие предметы. Мифриловый доспех мне необходим? Необходим. Почему? Потому что там у чувака было безоружие, там дум, короче, там неприятные были у него дебафы. Очень неприятные. Гиперстон можно было бы скипнуть, можно было бы, чтобы найти что-то 5-го тира. Но тоже, какой шанс того, что я найду 5-го тира то, что мне надо? Вот такой. А шанс найти Болтяру? Вот такой. Болтяра на 28, прям то, что доктор прописал. Болтяру я 100% всегда в каждой игре могу найти. Вот болт на 28 это как состояние души. Это, знаете, как медаль на груди, чисто, знаете, вот это вот. За первое место нахождение болтов. То есть, если бы была бы такая ачивка, у меня бы была бы на 100%. Достижение получить болт 28, энное количество раз. Миллион, допустим. Вот, это да. Это мое достижение, ребята. Я не знаю, честно. Может быть, стоило рискнуть и в действительности лишиться того же самого гиперстона, оставить себе мифриловый доспех. Убрать просто этот гиперстон, оставить себе... Блин, я не знаю, честно. Была бы у меня маска... Не, на самом деле, если бы мне упало бессмертие, это был бы 100% мой вин. Это была бы моя катка, я бы его вынес без шансов. Потому что целых 3 секунды я мог безнаказанно долбить ему в лицо, он не смог бы ни отхиливаться и никак защищаться. Но тоже, а вдруг, ну вот нашел бы я бессмертие, а вдруг бы не сработали криты. Короче, не знаю. Не знаю. Давайте так. Вы напишите в комментариях свои варианты, чтобы я мог подставить. Если вы думаете, что что-то из синергии переделать, то что конкретно? Потому что, смотрите, я поставил ведьмаков не просто так. Кто вдруг заметил, то почему-то этот гриттер вырубал моих демонов. Я вот в моменте заметил то, что он вырубал моих демонов. Каким образом он вырубал моих демонов, мне непонятно. Вот реально для меня это загадка. У него только один сратый антимаг, и все. Каким образом он вырубал моих демонов? Это лютая загадка какая-то. Это... Я проверю эту тему в лобби. Если действительно один демон, точнее один ведьмак вырубает всех демонов вражеских, если у него не стоят ведьмаки, это максимально тупо. Это максимально тупо и нелогично, потому что так должно работать только при 2 ведьмаках как минимум. Короче. Я доволен тем, что я занял топ-2. Вот серьезно, я доволен. Я доволен, я не расстроен. Ну, чё-то, ладно, грамулечку все-таки расстроен. Но это чисто из-за того, что рандом беспощаден. Даже если ты думаешь, что ты держишь все под контролем, то вот такая вот тема может быть. Но я собрал монстра. Который аннигилирует все вокруг. Вот реально. Мартретка под охотниками через мантию короля — это то, что доктор прописал. Это серьезно кайфовый билд, нереально интересный. Это не всякие там антимажики, не всякие там манки-кинги. Но меня на самом деле удивило то, что чел так Мартретку рано нашел. Раньше, чем я Мартретку Марси нашел. Это круто было. Это круто. Идею я свою реализовал. И скажу так, я остался доволен. Если есть вариант, что вам упала мантия короля, и у вас есть мартретка в 3 звезды, вот как можно ее реализовать. Это очень сильно. Очень сильно. В общем, что думаете по поводу этой катки, вы напишите в комментарии. Ребят, не забываем оставить свой лайк. Такая классная каточка. Соответственно, я думаю, я заслужил ваш лайк. Заслужил. 100%. Тут даже не оговаривается. 100% я заслужил ваш лайк. А кто не подписан на мой YouTube канал, обязательно подписываемся на мой YouTube канал. Кто не подписан на Telegram, то тоже подписываемся на него. В комментариях в закрепленном сообщении мой Telegram. И также в описании под видео ссылочка на мой Telegram. А еще на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.